Здравствуйте, невероятные белорусы! Как бы страшно ни звучало, но в связи с большим количеством вынесений приговоров политзаключенным сейчас возникают вопросы по видам наказаний и порядку их исполнения. К лицам, совершившим преступления, применяются следующие основные наказания: общественные работы, штраф, лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, исправительные работы, ограничение по воинской службе, арест, ограничение свободы, лишение свободы, пожизненное заключение, смертная казнь. Расскажу о некоторых из них подробнее. Общественные работы – это бесплатная работа на благо общества сроком от 60 до 240 часов. Если у человека есть основная работа, то на общественную он приходит в свободное время на 4 часа в день. Исправительные работы – это работа на прежнем месте, но часть зарплаты от 10 до 25% удерживается в пользу государства. Арест – это строгая изоляция осужденного на срок от 1 до 3 месяцев. Наказание осужденные отбывают в арестном доме, ближайшем от места жительства. Арестные дома находятся в том числе на территориях колоний, тюрем и СИЗО. Ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Химия. Живут осужденные в помещениях, похожих на общежитие или казармы. Каждый день ходят на работу, обычно за пределы места жительства. Это может быть пилорама или колхоз. Обычно неквалифицированный труд. Через наказание химией прошли многие известные белорусские оппозиционеры. Николай Статкевич, Павел Северинец дважды сидел на химии. Он рассказывал, что могут приезжать посетители и разрешено пользоваться мобильным телефоном, получать письма и несколько раз ездить к родным. Сейчас химию получили политзаключенные Левон Холотрян, Юрий Савицкий, Иван Красовский, Дмитрий Кулаковский, Денис Гриханов и еще много молодых и крепких мужчин, которые будут работать на благо государства и не иметь права выражать свою гражданскую позицию. Домашняя химия – это ограничение свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа. То есть осужденный остается дома, но должен выполнять ряд правил. Например, ходить на работу, отмечаться в милиции. Человека, который по приговору суда получил домашнюю химию, постоянно посещает милиция и приходит в любое время суток. Можно ходить на работу или учебу, но маршрут строго ограничен. За участие в массовых мероприятиях 2020 года домашнюю химию получили политзаключенные Рената Смирнова, Ольга Павлова, Мария Бабович. При лишении свободы направляют в следующие исправительные учреждения. Воспитательная колония. Для осужденных, которым на момент постановления приговора не исполнилось 18 лет и до 21 года. Потом их переводят во взрослые колонии на общий режим. За участие в массовых мероприятиях 2020 года 16-летнего Никиту Золотарева, который болен эпилепсией, осудили на 5 лет в воспитательной колонии. Исправительные колонии. Режим отбывания наказания, общий, усиленный, строгий, особый, отличается только разрешенной суммой денег на счету у осужденного, количеством свиданий с родными и количеством посылок и бандеролей. В одной колонии могут отбывать наказание осужденные с разным режимом. Условия содержания, в том числе питание, одинаковое. Оно может быть улучшенным или обычным в зависимости от состояния здоровья, группе инвалидности и занятости на работе. Тюрьма – это самое строгое исправительное учреждение. Попасть туда можно 2 способами. Сразу по приговору суда – это рецидивисты, которые совершают тяжкое преступление, или за злостное нарушение режима. Такой путь прошел Николай Статкевич. В тюрьме находился и бывший политзаключенный Андрей Бондаренко со статусом злостного нарушителя режима, который отметил: существующая пенитенциарная система – это система подавления инакомыслящих, а не исправления. Есть параллели с 1937 годом, когда людей надо было держать в тюрьмах после того, как они отбыли свои сроки. Ну и отдельно хочу отметить, что согласно статье 75 Уголовного кодекса Республики Беларусь определены правила зачета сроков содержания под стражей и домашнего ареста. При этом 1 день содержания под стражей и 2 дня домашнего ареста соответствуют 1 дню ареста или лишения свободы и 2 дням ограничения свободы.
То есть, если в СИЗО человек находился год, то при лишении свободы в зачет пойдет год. При ограничении свободы, той самой химии, 2 года. Режим Лукашенко основан на страхе, репрессиях, тюрьмах и пытках. И сейчас это для всех очевидно, как внутри страны, так и для мировой общественности. Как говорил Цицерон, чем ближе крах империи, тем безумнее ее законы. Правление кровавого диктатора практически закончилось, и дело времени, когда он уйдет. И совсем скоро на скамье подсудимых окажутся те, кто выносит несправедливые приговоры, кто фальсифицировал выборы и применял оружие к мирным протестующим. Живе Беларусь!